Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и в этом видео третья часть мастер-класса ажурного укороченного жакета болеро крючком. В этой части мы продолжим вязание, свяжем спинку с ростком, также сформируем проймы и скос линии плеча. Итак, прикрепляю ниточку в этом же направлении, что и на полочках, к первому элементу из пышных столбиков, в первую арочку от маркера. Разворачиваем вязание. Вытягиваю петлю из-под этой арочки и провязываю ее. Под следующую арочку вяжу столбик без накида, воздушная петля, полустолбик с накидом между элементами, воздушная петля, столбик с одним накидом под арочку, воздушная петля, столбик с одним накидом под следующую арочку и так далее. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Довязываем до другой проймы, не довязывая до маркера один элемент. Связали до этого момента, воздушная петля, полустолбик с накидом между элементами. Вытягиваю петлю из-под арочки и провязываю ее один раз. Вытягиваю петлю из-под следующей арочки и провязываю ее второй раз. Провязываю эти две петли вместе. Одна воздушная петля и оставшиеся две петли вместе. Разворачиваем вязание. В воздушную петлю арочки провязываем первую соединительную петлю, в вершину столбика вторую соединительную петлю, под арочку столбик без накида, воздушная петля, в вершину столбика полустолбик с накидом. И далее, согласно схеме, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Связали до другого края, не довязывая до маркера два элемента из пышных столбиков. Воздушная петля провязана, и в вершину столбика вяжем полустолбик с накидом. В вершину следующего столбика ввожу крючок, вытягиваю петельку и провязываю ее. Из-под воздушной петли после столбика вытягиваю петельку и провязываю ее. Провязываю 2 петли вместе, воздушная петля и оставшиеся 2 петли вместе. Далее при помощи соединительных петелек нам нужно перейти в вершину вот этого столбика на одну ячейку назад. Разворачиваем вязание. Одна соединительная петля, вторая соединительная петля. Как я уже говорила в первой части мастер-класса, свяжу росток у этой модели, провязав дополнительно 4 ряда, как в области талии, повторив комбинацию групп пышных столбиков и столбиков с одним накидом и 2 воздушными между ними. Продолжаем. Воздушная петля, столбик без накида в это же место. 2 воздушные петли, пропускаем одну ячейку и во вторую вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и еще один столбик с одним накидом в эту же ячейку. 2 воздушные петли, прикрепляемся столбиком без накида к столбику третьей ячейки. Довязываем до другой проймы. Связала. После того, как я провязала второй столбик с одним накидом во вторую ячейку и не провязывая 2 воздушных петель, заканчиваю ряд столбиком с одним накидом в вершину столбика третьей ячейки. 3 воздушные петли. До маркера остается уже 2 элемента из групп пышных столбиков. Итак, вяжем следующий ряд, состоящий из групп пышных столбиков. Один пышный столбик, 2 воздушные петли, второй пышный столбик и переходим к следующему элементу, провязав одну воздушную петлю. И уже под следующую арочку вяжем согласно схеме 3 пышных столбика и 2 воздушные петли между ними. Довязываем до другого края.
В вершину дуги под центральную арочку провязала также 2 пышных столбика, и после второго пышного столбика вяжу столбик с одним накидом в вершину второго столбика с накидом предыдущего ряда. 2 воздушные петли, разворачиваемся, вяжем незавершенный столбик с одним накидом под арочку, 2 петли вместе. И далее по схеме 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Довязываем ряд, 1 воздушная петля, незавершенный столбик с одним накидом под арочку и второй незавершенный столбик с одним накидом под петли подъема предыдущего ряда. Провязываю 3 петли вместе, 2 воздушные петли, разворачиваемся, вяжем незавершенный столбик с накидом под арочку, второй незавершенный столбик с накидом в вершину столбика, провязываем 3 петли вместе. Продолжаем по схеме: воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Связала до другого края проймы, не довязывая до неполного элемента из пышных столбиков. Вяжем воздушная петля, незавершенный столбик с накидом и второй незавершенный столбик с накидом под петли подъема. Провязываем 3 петли вместе. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем столбик без накида в то же место, 5 воздушных петель и прикрепляемся столбиком без накида к завершающему столбику с накидом второй ячейки. Продолжаем 5 воздушных петель, столбик без накида к концу второй ячейки. С этого ряда я закончу формирование пройм и далее продолжу вязание по прямой согласно схеме. После провязывания дополнительных рядов ростка я продолжила вязание спинки в той же последовательности рядов, как и на полочках. Связала ряды крупных цветочков, 2 раза повторила ряды из групп пышных столбиков, далее опять крупные цветочки и завершающий ряд из групп пышных столбиков. Далее свяжем плечи, формируя горловинку спинки из кос линии плеча. Итак, 1 воздушная петля, столбик без накида под арочку, воздушная петля, столбик без накида под следующую арочку, воздушная петля, полустолбик с накидом между элементами, воздушная петля, полустолбик с накидом под арочку. И далее по схеме: воздушная петля, столбик с одним накидом под следующую арочку, воздушная петля, столбик с одним накидом между элементами. Я провяжу 1, 2, 3, 4 элемента. Давайте встретимся в этом месте. Я связала 1, 2, 3, 4 элемента, связав последний столбик с одним накидом между элементами. После столбика с накидом воздушная петля. И далее будем вязать 2 полустолбика с накидом с общей вершинкой. 1 полустолбик с накидом под арочку, второй полустолбик с накидом под следующую арочку. Провязываем 3 петли вместе. 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. В вершину столбика вяжем полустолбик с накидом и провязываем 2 петли вместе. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Воздушная петля, второй столбик с одним накидом. Воздушная петля, полустолбик с накидом. Воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля, второй столбик без накида. Воздушная петля и соединительная петля в вершину следующего столбика.
Вот таким образом мы сформировали вырез горловины спинки и скос линии плеча. Ниточку пока не обрезаю, она мне пригодится для соединения деталей в области плечевого шва. Теперь давайте свяжем второе плечико. Прикрепила ниточку, отступив от края 1, 2, 3, 4 элемента и к пятому элементу привязала ниточку во вторую арочку. Ввожу крючок под эту арочку, вытягиваю петельку, остаток нити прокладываю между петлей и основной нитью. Вяжу 3 воздушные петли подъема. Под следующую арочку столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом между элементами. Вяжем столбики с одним накидом и одной воздушной петлей между ними, не довязывая до края 2 элемента из пышных столбиков. Провязала, воздушная петля, столбик с одним накидом между элементами. И до края остается 2 элемента из пышных столбиков. Воздушная петля, столбик с одним накидом под первую арочку. Далее вяжем 2 незавершенных столбиков с накидом. Под арочку первый незавершенный столбик с накидом, между элементами второй незавершенный столбик с накидом. Вытягиваю петлю из-под арочки и провязываю ее один раз. Вытягиваю петлю из-под следующей арочки и провязываю ее второй раз. Вытягиваю петлю из-под петель подъема предыдущего ряда и провязываю ее третий раз. Провязываю 2 петли вместе. Воздушная петля, 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 2 петли вместе. Под арочку вяжу соединительную петельку. Разворачиваюсь, в вершину столбика вторая соединительная петелька, воздушная петля, столбик без накида в вершину столбика предыдущего ряда, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, второй столбик с накидом, воздушная петля, незавершенный столбик с накидом и второй незавершенный столбик с накидом вместо начала вязания предыдущего ряда. Провязываем 3 петли вместе и закрепляем ниточку. Второе плечико готово. Ниточку не обрезаю, так как сшивать детали по линии плеча я не буду, а вместо этого провяжу, выполняя соединение прямо по лицевой стороне изделия. Итак, ниточка у меня расположена у края горловины спинки. Провязываю воздушную петлю. Беру деталь переда и ввожу крючок в третью петлю подъема. Провязываю столбик без накида, воздушная петля и присоединяюсь к детали спинки. Ввожу крючок под арочку, провязываю столбик без накида, воздушная петля и теперь присоединяюсь столбиком без накида к детали переда, также провязывая столбик без накида под арочку. Воздушная петля, прикрепляюсь к детали спинки столбиком без накида под арочку. Воздушная петля, присоединяюсь к детали переда столбиком без накида под арочку. Воздушная петля, присоединяюсь к детали спинки столбиком без накида под арочку. Воздушная петля, присоединяюсь к детали переда столбиком без накида под арочку и так далее.
Здесь мы вязали с уменьшением, поэтому арочки не видно. Провязываю столбик без накида под воздушные петли завершающего ряда. Воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида. И так далее. И опять столбик без накида вяжу под арочки. Воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида. И так далее. Продолжаем. Здесь ввожу крючок в петли, расположенные между пышными столбиками, столбик без накида, воздушная петля и со стороны спинки столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида в петли между пышными столбиками. Воздушная петля, столбик без накида также в петли между пышными столбиками со стороны спинки. Воздушная петля, столбик без накида под петли подъема завершающего ряда полочки. Воздушная петля и столбик без накида под петли подъема завершающего ряда спинки. Ниточку закрепляю, обрезаю и прячу в вязании. Переходим к другому плечику. И так как ниточку я не обрезала и хочу продолжить вязать соединение этой же нитью, мне нужно переместиться к краю. Я это сделаю при помощи соединительных петель. Итак, также складываем детали переда и спинки изнаночными сторонами вовнутрь. Воздушная петля, ввожу крючок в крайнюю петлю плечика полочки, провязываю столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида под арочку детали спинки. Воздушная петля, столбик без накида под арочку детали переда. Воздушная петля, столбик без накида под арочку детали спинки. Воздушная петля, столбик без накида под арочку детали переда. И так далее. Продолжаем. Воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида. Довязываем. Итак, связали, ниточку не обрезаю, она мне пригодится для обвязки краев жакета. В следующей части мастер-класса мы продолжим вязание жакета болеро, свяжем рукава, а затем вошьем их в проймы. Если этот мастер-класс был для вас полезен, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы я поняла, что вам интересны подобные мастер-классы. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!